Пока президент Уругвая решает дела государственной важности на велосипеде, другие мировые лидеры ведут менее аскетичный образ жизни, тратя миллионы долларов на создание невероятных автомобилей для себя одного. Мы покажем самые изощренные варианты от машин Байдена и Путина до Ким Чен Ына, который своим выбором удивил весь Евросоюз. А в конце вы увидите тачку, которая обошлась в баснословные 16 миллионов долларов. И начать предлагаем с Поднебесной. Информация о китайском лидере и его автомобиле строго засекречена. Лимузин Hongqi L9, используемый Си Цзиньпином, впервые был представлен публике на параде, посвященном 70-летию Китайской Народной Республики в 2019 году. Название машины можно перевести как «Красное знамя». Этот бренд принадлежит государственному концерну FAW и используется китайской элитой с 1958 года. Внешний вид лимузина приковывает к себе внимание, напоминая старые советские автомобили ГАЗ-21 и Чайку. Это сходство подчеркивают круглые фары и характерная решетка радиатора. Однако отличительной особенностью этого автомобиля по сравнению с лимузинами других государственных деятелей является наличие в салоне не дивана, а отдельного кресла для единственного человека, а также наличие люка прямо над ним. Это позволяет китайскому лидеру обращаться к публике, не покидая салон автомобиля. Конечно, лимузин также бронирован, но степень защиты не разглашается по понятным причинам. По имеющимся сведениям, автомобиль оснащен мощным двигателем V12 объемом 6 литров и мощностью в 480 лошадиных сил. Слухи также говорят о наличии цифровой панели в салоне вместо традиционных приборов и замене аналоговых клавиш сенсорными элементами, как в современных китайских автомобилях. Внешняя строгость и современная начинка – это в стиле нынешней КНДР. А вот Владимир Владимирович не разделяет пристрастий к новомодной технике, поэтому для него разработали весьма ретроградный автомобиль. Много было написано и рассказано об этом творении российского автопрома, но некоторые его тайны так и остаются под замком. Аурус Сенат – бронированный лимузин из проекта «Кортеж», на котором Владимир Путин впервые появился во время своей инаугурации в 2018 году. Он представляет собой результат творения российских инженеров, работающих совместно с экспертами Porsche Engineering и Bosch Engineering. Аурус Сенат, сменивший предыдущий Mercedes Pullman, оборудован гибридной силовой установкой. В его арсенале имеется основной бензиновый турбированный мотор объемом 4,4 литра и мощностью 598 лошадиных сил, а также дополнительный электромотор мощностью 62 лошадиные силы. Коробка передач 9-ступенчатая автоматическая. Расход топлива Аурус доподлинно неизвестен из-за гигантской массы, но максимальная скорость составляет около 190 км в час. Следует также отметить наличие системы управляемого интеллектуального полного привода и круиз-контроля. Несмотря на то, что внешний вид президентского лимузина напоминает Rolls-Royce, дизайнеры из НАМИ при работе над ним вдохновлялись отечественным ЗИС-110, который иногда называют последним лимузином Сталина. Мы еще расскажем о нем чуть дальше. При обсуждении безопасности Аурус стоит выделить интересную деталь. Разработчики почти полностью отказались от высоких технологий. Цифровая приборная панель присутствует, но в салоне отсутствует даже сенсорный экран, и мультимедийная система не поддерживает интерфейсы Apple CarPlay или Android Auto. Это делает мозг автомобиля практически неуязвимым даже для самых искусных хакеров. Пассивная безопасность Аурус оценивается на высшем уровне экспертами как по европейским, так и по американским стандартам. Несмотря на отсутствие деталей о методах защиты автомобиля от террористических угроз, можно предположить, что в основе машины лежит бронекапсула с баллистической защитой не ниже класса VR9, а также автономная система пожаротушения и абсолютно герметичный салон. Даже шины способны выдержать взрыв мощностью 400 граммов в тротиловом эквиваленте. Буквально пару лет назад у папы Франциска появилась новая машина – бюджетный кроссовер Dacia Duster. Однако этот Duster не совсем обычный автомобиль, а специально адаптированный для роли следующего папа-мобиля.
Обычно Dacia представляют собой машины, оснащенные немного устаревшими и бюджетными технологиями Renault, с ограниченным набором опций для комфорта. Но в данном случае были внесены значительные изменения. В автомобиле имеется большой люк в крыше, съемная стеклянная надстройка и сниженный дорожный просвет на 30 мм, что обеспечивает более удобный доступ в салон. Но не стоит думать, что у пап всегда были бюджетные машины. Просто в этот раз Франциск решил быть немного ближе к своему народу. Зато предыдущий папа-мобиль был спроектирован и построен на базе Mercedes ML-класса. И, видимо, это вызывало вопросы у общественности, поскольку глава католической церкви вдохновляет верующих жить скромно, в то время как его собственный транспорт обходится в $500 000 США. Пришлось пересесть на Рено, чтобы не сыскать гнева Господнего. Но далеко не все стесняются роскоши. Некоторые первые лица, наоборот, стараются выставлять свои автомобили на показ. Лидер Северной Кореи вызвал общественный резонанс, когда в 2019 году на встречу с президентом России прибыл на бронированном лимузине Mercedes-Maybach S600 Guard. В его сопровождении двигался Maybach 62S, автомобиль, который давно уже снят с производства. Появление этих роскошных машин вызвало живое обсуждение из-за санкций ООН, которые запрещали продавать подобные авто Ким Чен Ыну и северокорейской элите, как предметы роскоши. Представители Daimler, производителя Mercedes-Maybach, быстро успели заверить лидеров Евросоюза, что они не поставляли машины в Северную Корею, и происхождение автомобилей у Ким Чен Ына так и осталось загадкой. Хотя многие предполагают, что помогла Россия с приобретением на вторичном рынке и последующей доработкой. Немного раньше уже был похожий случай, когда также удивлялись тому, что Ким Чен Ын прибыл на встречу с госсекретарем Майком Помпео на новом Rolls-Royce Phantom. Расследование журналистов показало, что летом 2018 года автомобили были отправлены в контейнерах из Роттердама в Китай, затем в Японию и далее в порт Пусан в Южной Корее. Последней точкой, где машины были зафиксированы, был российский порт Находка. Вероятно, оттуда они и были доставлены военно-транспортными самолетами и использовались в зарубежных поездках северокорейского лидера. Информация о технических характеристиках и оборудовании лимузина Ким Чен Ына остается тайной. Видеозаписи показывают охранников, бегущих по бокам машины, но о подробностях оснащения и технических данных пока ничего не известно. Однако в Северной Корее, несомненно, обеспечили надежную защиту первому лицу страны, которая конфликтует практически со всем миром. Когда Джо Байден стал президентом Соединенных Штатов, ему предоставили автомобиль Cadillac, полностью разработанный и произведенный в США. Эта машина имеет множество прозвищ, включая официальное Cadillac One, а также броненосец, борт номер 1 и зверь из-за своих внушительных размеров и строгого дизайна. Зверем его также можно назвать из-за высокого уровня защиты. Внутри этого автомобиля Байден может чувствовать себя в безопасности от большинства видов атак, включая прямую стрельбу и попытку подрыва. Зверь оснащен бронированными стеклами и стальными панелями, выдерживающими выстрелы из снайперской винтовки, а усиленные колеса и днище способны выстоять при среднем взрыве, не останавливая продвижение машины. Автомобиль оборудован автономной системой тушения возгорания и фильтрации воздуха, что исключает угрозу в случае пожара или химической атаки. В багажнике даже оборудована станция для переливания крови и медицинские пакеты, чтобы оказывать первую помощь прямо в салоне, не выходя из бронированной капсулы. Этот лимузин имеет большой клиренс и высокую платформу, так как он построен на базе среднетоннажного грузовика GMC. Под капотом у него установлен дизельный V8 объемом 6,6 литра. Максимальная скорость и разгон автомобиля неизвестна, но из-за его огромной массы он точно не может тягаться со спорткарами. Все разработки исключительно американские. Даже электроника установлена специализированная, чтобы не было возможности воздействовать извне. В кортеже двигается несколько зверей, чтобы не было понятно, где именно находится президент, даже в случае атаки. Но патриотизм свойственен не только США и России. Практически все ведущие страны стараются поддержать местного автопроизводителя.
На посту премьер-министра Японии находится Синдзо Абе, который фактически и руководит страной. И для своих перемещений он использует только отечественные автомобили. Ведь Япония славится своим разнообразием марок и надежностью машин. Синдзо Абе владеет двумя официальными автомобилями – Toyota Century и Lexus LS600 HL. Компания Toyota уже долгое время специализируется на производстве машин для высших должностных лиц страны. Важно отметить, что Toyota Century собирается вручную с применением множества уникальных технологий. Ее 5-литровый двигатель выдает 280 лошадиных сил, что соответствует максимально допустимым параметрам по законам Японии. Вторым служебным автомобилем Синдзо Абе является гибридный Lexus LS600 HL. Использование этой машины первым лицом государства направлено на поддержку отечественного автомобильного производства и экологических инициатив Японии. Базовая версия машины оценивается в $170 тысяч, однако многие характеристики этой модели остаются скрытыми. И точная стоимость может быть гораздо выше, ведь сюда добавляются системы безопасности и броня. Бывший император Японии Акихито также предпочитал роскошный автомобиль Toyota Century, но с припиской Royal – королевский. Этот лимузин был специально разработан для императорской семьи, которая ранее использовала автомобили Nissan Prince Royal. Машина отличалась своим богатым салоном, который создавали вручную с использованием драгоценных металлов и эксклюзивных материалов отделки. Но не все лидеры гонятся за эксклюзивом и роскошью. Вот следующий, наоборот, старается быть ближе к народу. Недавно президент Франции Эммануэль Макрон получил второй раз подряд модель кроссовера DS7, но на этот раз это была специальная версия, названная DS7 LIC. Она отличается от обычной увеличенной колесной базой на 200 мм и бронированным кузовом. Макрон впервые использовал DS7 в 2017 году, когда стал президентом, и на тот момент это была модификация с раздвижной крышей, что позволяло ему вставать в машине полностью и общаться с гражданами во время проездов. В 2022 году корпорация Stellantis, к которой относится DS, представила новую версию DS7 LIC. В этой модели колесная база увеличена, габаритные размеры тоже стали больше, а места для пассажиров во втором ряду специально раздвинули для лидера страны. Характеристики бронирования этой модели держатся в секрете. Внешний вид DS7 LIC соответствует традиционному стилю автомобилей в президентском кортеже Франции, включая характерный чернильно-синий цвет, специальные колесные диски и элементы декора, такие как флаги и эмблемы. Что касается мощности, DS7 LIC использует гибридную силовую установку, аналогичную модели E10C300, с полным приводом и 300 лошадиными силами. Тем не менее, обновленная версия DS7 получила более мощный двигатель с 360 лошадиными силами, но для президентского автомобиля такой спортивный апгрейд особого значения не имеет. А следующий автомобиль – памятник наследию величайшей сверхдержавы. В каждой передовой стране мира создаются особые автомобили для своих высших государственных чиновников. Машины, которые сочетают в себе надежность, скорость и высший уровень качества. Советский Союз не был исключением в этом вопросе, а желание переплюнуть всех и вся было заложено в саму концепцию страны. В послевоенный период был разработан особый автомобиль для Иосифа Сталина, который до сих пор остается одной из самых дорогостоящих машин. Многие из технических решений, примененных в ЗИС-115, трудно найти в аналогичных автомобилях других стран, даже в нынешние времена. Легендарный ЗИС-115 не был первым в своем роде, но он был уникальным. Автомобили для высших государственных деятелей строились на базе общей платформы ЗИС-110, которая была разработана на основе модели ЗИС-101, созданной еще в 1936 году. Платформа ЗИС-110 стала первым послевоенным легковым автомобилем, разработанным и произведенным отечественной промышленностью. Производство 115-го началось в 1949 году. Как и любая машина для высших государственных деятелей, конструкция ЗИС держалась в строгой тайне,
и имела секретные характеристики. Разбирая сейчас устройство автомобиля, сложно не поражаться вниманию к деталям и тщательности, примененным для обеспечения безопасности. ЗИС-115 был четырехдверным шестиместным лимузином с 8-цилиндровым двигателем и мощностью 140 лошадиных сил. Максимальная скорость этой машины достигала 160 км в час. Интересно, что на спидометре все числа были округлены до двухзначных, чтобы поместиться на прямоугольной панели. Мощность с двигателя передавалась на задние колеса, и пол внутри ЗИС-115 был максимально ровным, что было ориентировано на комфорт пассажиров. На текущий момент автомобиль оценивается практически в $4 миллиона, но поверьте, это копейки по сравнению со следующей тачкой. Если вы считаете, что королева Англии жила достаточно скромно и практически не интересовалась роскошью или модой, то в этом случае вы сильно заблуждаетесь. Она до самого конца не сбавляла обороты в своей любви к стилю. Это касается и ее выбора среди автомобилей. Королева Англии последние годы передвигалась на Bentley State Limousine стоимостью в $16 миллионов. Этот изысканный автомобиль оснащен всеми удобствами, которые могут понадобиться королевской семье. Он был создан в честь 50-летия этого автомобильного бренда. Учитывая возраст королевы Великобритании, на момент создания машины двери Bentley State Limousine специально разработаны так, чтобы открываться под углом в 90 градусов, и ей было удобно садиться в салон. Кроме того, автомобиль оборудован броней и другими системами безопасности, которые обеспечивают защиту от любых возможных угроз и враждебных посягательств. В технологическом плане здесь все достаточно консервативно, но при этом богато, в стиле английской роскоши. Ну а сейчас автомобиль принадлежит Карлу III, а его цена выросла на пару миллионов. Как можно понять, автомобили первых лиц – это не про рекорды и разгон, а скорее про комфорт, безопасность и надежность. Это эксклюзивные изделия, которые обычно создаются с нуля под одного конкретного человека. Отсюда и такая астрономическая стоимость. Спасибо за просмотр.